Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами алтарь новогодний, потому что мы сейчас с вами задобрим символ года, следующего года, 2020. По древнему календарю Авесты это год Белого Орла, Небесного Жреца и Палача. Белый орел, как посланник богов, символ силы, зоркости, справедливости. Небесный жрец, он же судья, тот, который одаривает или отнимает, тот, который замолвит за вас словечко перед богами, насколько вы этого достойны. И третий – это один и тот же символ, то есть в разных ипостасях. И третий – это палач. Палач, который придет, обрушит свой меч на очень многих мажористых людей. Очень много умрет. В следующем году уже начали умирать. Политиков, очень много умрет взяточников, очень многих детей умрет. Это год страшный для нехороших людей. Банально скажем. Я заметила, кого возмущает мое предсказание на следующий год. Тот кандидат на казнь, скажем так. Следующий год чистки. 20-й аркан Таро, страшный суд. И я всегда говорю, если у вас совесть чиста, если вы не хотели, то есть не ходили, не стучали на своих соседей, если вы не делали подлости, если вы никому не причиняли боли, боли мы всем причиняем, если мы ставим на место человека, тоже боль причиняем, не в этом смысле. Это год взлета честных людей и падения бесчестных людей. Это еще небесная справедливость. У кого есть желание более подробно услышать, откройте предсказание 2020, год Белого Орла, и 2020, год Палача. Открывайте и все это смотрите сами, чтобы зря я не повторялась. Согласно древнепарфянским летописям, у этого года 3 имени. Первое имя – Картал, что в переводе означает орел. Второе имя – Мубат, жрец. И третье имя – Джаллат, палач. Вот у него 3 имени. Этот ритуал вы можете уже, начиная с этого дня и до 26 января, спокойно провести. Потому что это время встречи этого года. То есть это у вас есть вот такой запас времени. Год небесных светил, год различных примет. Нибиру приближается. У кого-то энергия прет, как у меня, у кого-то в глазах темнится, у кого-то агрессия, ощущение, что выключили солнце, очень темные дни. Одним словом, страшный суд приближается не просто так. По чью душу палач идет? Большой вопрос. 2020 год для кого-то взлет и начало взлета, начало новой человеческой жизни, справедливой, достойной. А для кого-то
последний год в его жизни. И как решат на этом суде, зависит от ваших поступков. От ваших поступков, дорогие друзья. Итак, цвета белые. Белый цвет как символ небесной чистоты, где парит белый орел. Красный, поскольку орел хищная птица, цвет крови. Разложите купюры, разложите драгоценности. Если есть символ орла, можно поставить, можно нет, это не принципиально. Одним словом, сделайте такой богатый, красивый алтарь. Это у нас аметисты, разные формы, разного типа. Это различные другие камни и серебро. Это у нас золото и бриллианты. Ну, там и белое золото, собственно говоря. Вот особо мне нравится это кольцо мое. Не помню, какая проба золота сейчас. Белая она 700. Подождите секунду. Вот 750, да? Просто с белым золотом проба не очень, я разбираюсь. Это зеленый аметист. Редкий камень он. Видимо, поэтому он такой. Это у нас Паскаль Бруни. Называется императрица или Сиси. В честь императрицы Австрии. Елизавета Баварская, кажется, да. Но коротко ее все называли Сиси. Корона ее. И ее прическа. Если вы видели ее портреты, фотографии, она так вот собирала волосы таким образом. Конусообразно. Вот это кольцо мне подарили. Если помните, я показывала, когда подарили. Семья, которая пропала в горах, а потом их нашли с моей помощью. Ну ладно, не будем об этом. Так вот, белое золото можно, значит, желтое золото, красное, не имеет особой разницы. Но чтобы были драгоценные камни. Желательно. Можно даже мех разложить где-нибудь. Однако ткань должна быть красная. Символ кровавого года. Это кровавый год, дорогие друзья. Это кровавый год, но кровавый год для тех, кто достоин уже давно. Понимаете, этой плахи. Я лично спокойна. Да, еще скажу, в этом году очень много магуек умрет, уже начали умирать. Уже некоторые участники этих битв показывали, какую-то еще недавно умерла. Какого-то депутата застрелили в Киеве, но попали в его сына. Еще кто-то помер. Уже началось. Палач уже пришел и машет топором по полной программе. Уже и бывшие коррупционеры, и уже и беглые политики начали умирать. Уже процесс пошел. Так вот, все эти лжемагуйки в этом году, если они не помрут, то у них будет столько проблем, что лучше бы они померли. Намного легче бы обошлось. Многие из них потеряют близких. Так что готовьтесь, готовьтесь. Все великие ведьмы, ведьмаки и иже с ними. Это у нас разновидность топаза. Видите, топаз – это африканский. Есть еще бразильский аметист. Он у меня в белом золоте лежит там. Не буду сейчас вытаскивать. Он тоже, скажем, такой темный. Вот африканский топаз, афганский, они очень отличаются. Это аквамарин. То есть я показываю вам, что здесь
все драгоценные камни. Когда говорят полудрагоценные, меня раздражает. Полудрагоценных камней вообще-то не существует в природе, если честно. Это все драгоценные камни. Просто есть камни, которых много, да, и они не так дорого стоят, хотя они красивые. Но со временем, может, они тоже дорастут до бриллиантов. Есть камни очень редкие, например, шпинель, да, тот же, который на короне Екатерины Великой, редкий рубин. Так что это не полудрагоценные, а драгоценные камни. Просто какой-то камень более редкий и дорогой, какой-то более обыденный. Кроме всего прочего, вы должны пятаки найти, 3 пятака по количеству символа года и вашу кровь. Да-да-да, нужна ваша кровь и красная лента. Вы можете с пальца, как он там, как называется эта ерунда, сейчас не вспомню, уколоть и пустить крови немного. Это венозная кровь, поэтому его много. Я просто как-то ездила сдавать анализы, и когда у меня взяли, я попросила там мне дать маленький флакон моей крови. И вот он у меня в холодильнике, я ею иногда пользуюсь. Так удобнее просто. Ваша кровь нужна. Если вы хотите весь год жить в достатке и в защите этого года, то это надо. Или, повторяюсь, можете просто уколоть палец и капнуть некоторое количество крови. Итак, 12 раз читайте, ставите благовоние, алтарь, как я вам показала, и читайте 12 раз. Берите кровь, вот так, положите сюда. О крылатый посланник богов, небесный жрец, палач, карающий недостойных. Я с почтением приветствую тебя и прошу твоего покровительства в твой год. О царственная птица, защити меня своим крылом и когтями преследуй недругов моих. О небесный жрец, одари меня достатком в свой год и заступись за меня перед вечными богами. Да будет жизнь моя сытой и рука щедрой. О справедливый палач, своим мечом защити меня. Вот моя кровь. Больше не будет. Моя душа во мне навеки будет. Смилуйся, обходи меня стороной. Я призываю 3 силы. О Картал, о Мубат, о Джаллад. Я прошу вашей защиты в этом году. Я прошу достатка в этом году. Я прошу справедливости и взлета в этом году. Вот моя кровь. Так вот берете, показываю. Ложите. Больше не отдам. За эту кровь получу денежную удачу. 12 месяцев в году. 12 раз благословите меня. 12 месяцев в году. 12 раз, да и более, поднимись до небес мой достаток. 12 месяцев в году. 12 раз благослови меня сама судьба. Да будет так. Когда там сказано, моя душа во мне останется навеки, это не говорит, что вы бессмертны будете. Это говорит о том, что
до вашего срока и ухода никто не сможет отпустить вашу душу на волю, да, мягко говоря. Никто не сможет навредить вам и причинить смерть. После того, как вы прочитали вот эти 3 пятака, как 3 символа этого года, вот так нужно, значит, завернуть. Ближе к вашей крови будет достаток, деньги. Понимаете, на символ года. К концу года можно эти деньги вытащить, а платок сжечь за ненадобностью, потому что год закончился. Но можно и хранить. От этого хуже не будет. Потому что есть люди энергетически сильные, и чем дольше они хранят что-либо, тем сильнее она срабатывает. И такое есть. Вот так. Можете хранить в красном или в черном мешочке. Подальше от глаз. Желательно, чтобы никто не видел. Но если увидит, свою силу, естественно, не потеряет, но не хотелось бы. А если вытащит, силу потеряет, да. Ритуал потеряет силу. Если вашим детям нет еще, скажем, 18 лет, то этим ритуалом вы берете их как бы в свое покровительство. Этим ритуалом вы их тоже защищаете в этот год палача. Самое главное – это защита в этом году. Защита. Достаток можно призвать, но поскольку год очень свирепый, самое главное в этом году – это защита. Что вы и должны попросить. Читать нужно 12 раз. Потом можете это некоторое время оставить и убрать. Далее. Весь год, когда вам нужна будет помощь в каких-то делах, относите под дерево кусок мяса с кровью, желательно. Если не найдете, значит печень, потому что орел клюет печень. И 3 пятака, 3 монеты можно, потому что люди, которые живут не в России, спрашивают, можно ли другими монетами заменить. Можно. Желательно делать, как я говорю, но если нет выхода, можно заменить. Говорите свою просьбу, просите своими словами. Не все на свете, понимаете? Некоторые не очень разумные женщины вот сидят у меня на канале год-два, смотрят, потом раз, и вот сегодня кинула одна его фотография, моя фотография, помогите вернуть. Я говорю, вот какой смысл вам 2 года сидеть на моем канале, если вы так и остались дура-дура и ни хрена не поняли в этой жизни? Зачем вы сидите? Зачем вы тратите время? Свое, мое, есть смысл? Идите дальше, вот найдите своего уровня, там, таких же, как вы. Зачем вы сидите, если вы ничего не поняли за столько времени? Так вот, я и говорю, просить не любимого вернуть, не Васю, не Ваню, не еще кого-нибудь. Просить не там, чтобы соседи померли, а то, что вам нужно для взлета, для защиты, для принятия правильного решения, чтобы судьба вывела вас на правильное решение, чтобы вы это решение приняли, и чтобы спаслись буквально, да, или чтобы ваше дело пошло, или развитие в жизни началось. Вот для чего. Приносите кусок кровавого мяса, желательно печень. 3 монеты. Просите своими словами, потом говорите: откупаюсь и благодарю покровителей этого года, орла, жреца и палача. А лучше, если вы скажете их именами, то есть их исконными именами, названиями. Это Картал, Мубат и Джаллат или Джеллат. Отвернетесь и уйдете. Через некоторое время ваш вопрос решится. Если помните, в год волка тоже нужно было мясом откупиться. И тоже получалось у многих, потому что символ года – это не просто символ года, там красивый рисунок. Символ года – это покровители, это духи, силы покровителей этого года. Вот они, силы покровителей этого года, собственно говоря, дорогие друзья.
И этот год идет под покровительством богов темного мира, и они беспощадны. Этот год не для фанатичных людей, не для религиозно фанатичных. Очень не для них. Ну, придет время, поймут, почему я так говорю. Потому что сейчас вышли вот эти темные боги на охоту за душами. И вот эти лицемерные товарищи первыми получат удар, первыми. И да защитят их святые, скажем так, если, конечно, смогут. Если, конечно, успеют. Всем удачи, всех благ. И что сказать? Пусть у вас год будет успешный. Главное, если мы в следующем году некоторых не встретим из нашего окружения, не удивляйтесь. Потому что это начало великой чистки века. И хорошо, и давно пора. Я не очень любитель праздников и прочее, потому что, объясняю вам, у нас особо праздновать не умеют. А вообще откройте, посмотрите, как встретить Новый год, и там сказано и объяснено все. Ну, любой год имеется в виду. Каким образом. Но в любом случае я просто посчитала, что нужно вам этот ритуал подарить, чтобы вы знали, как именно этот год нужно встретить вам. Удачи вам в этом году и постарайтесь не попасться в руки палача. А значит, будьте честны, достойны и живите достойной жизнью. Потому что тем, которые не очень достойно жили, очень будет не сдобровать в этом году. Всего хорошего.